Уважаемые коллеги, я представляю первого спикера второй части пленарного заседания специфика сервиса российских отелях и ресторанах глазами иностранца. Мартен Богартс, генеральный директор консалтинговой компании Богартс Батлерс. Пожалуйста, аплодисменты. Они привлекут тех, кто еще не вернулся из зала. Переводчиком будет представитель генерального продуктового спонсора компании «Варио». Ольга Бендер. Я ей дам стационарный микрофон. А вот я дам стационарный. А он возьмет такой. Здравствуйте. Это первый и последнее слово я скажу по-русски. Русский язык не очень хорошо. И вот это Ольга сегодня мне помогает. И потом, может быть, если есть вопросы, может быть, я говорю чуть-чуть по-русски еще. Но сейчас все будет по-английски. Если я иду только чуть-чуть быстро, да, скажите мне. So if I go a little bit too fast, they can always interrupt you. Если я буду говорить чуть быстро, то прошу, пожалуйста, можете меня останавливать, спрашивать, я с удовольствием отвечу и разъясню, что не так. First of all, I want to introduce myself. Some people might know me. I have seen some people that I know already. Some people do not know me yet. First of all, my name is Martin Bogarts. It is a Belgian name. Меня зовут Мартин Богартс. Это бельгийское имя. So I'm very happy to see that we have some representatives of the Belgian cuisine, the lady that we just saw before. Я очень рад, что здесь представлена бельгийская кухня. I don't like to speak too much about myself, so I'm going to go through this quite fast. Я не хочу много говорить о себе, я буду продолжать о том, о чем должен сказать на этом конгрессе. But it is important to say what I did before, so that we don't think this is just a foreigner coming over here and speaking a bit about hospitality. Я действительно иностранец, хочу поговорить, рассказать именно о гостеприимстве в стране. First of all, I was for many years a butler in private service. I worked for 3 different royal families in their private residences. Я работал в дворецком. Ну, в королевской семье в Бельгии. В Бельгии, в Марокко и Арабии, Саудовской Аравии. I've also had quite some experience in 3 Michelin-star restaurants in Belgium and in Europe. Same thing with the 5-star hotels, where I've also worked as a butler. Работал в Бельгии в 3-звездочном ресторане, в 3 ресторанах 5-звездочной гостиницы. And besides that, I have a company in Belgium. I have a company over here in Russia, which is called Bogартс Батлерс. The 2 companies are the same in service. И у меня 2 компании в Бельгии, в России. 2 эти компании, они занимаются сервисом. So what we do is we do services for private households, but we also help hotels and restaurants to improve their service level. Мы улучшаем сервис, помогаем. Наша основная деятельность это как для гостиниц, так и для частных квартир, по частным заявкам. And using the experience in the royal households and at different embassies that I've worked, we also teach etiquette and protocol over here in St. Petersburg and in Moscow, in Russia. Также работаем с посольствами и с королевской семьей. Тоже помогаем сервисом для посольства и для королевской семьи. Мы работаем с этикетом и протоколом, то есть делаем именно эту специфику. So today I'm going to speak about issues in hospitality in the Russian Federation.
Я хочу осветить специфику гостеприимства в России, в Российской Федерации. I'm quite sure that everybody knows already that there are some certain issues over here, so I'm not going to go over the whole list. I'm not going to speak the whole time that I have about problems over here. Я не хочу много об этом говорить, потому что, может быть, даже неправильно сказать там проблема, а именно вот осветить основные аспекты гостеприимства и какие-то, может быть, специфику или особенности того, что есть в России. I'm going to go over very quickly a couple of the main ones. Немножко об этом буду говорить, немного. First of all, service in general, this is an image that is perceived. Service in general is relatively slow and not so well organized. Все, что касается сервиса, сервис очень медленный и неорганизованный. Smiling is sometimes difficult for people. Улыбаться людям очень тяжело. Не улыбаются люди. But I've seen some people smiling right now, so that's already a good thing. Сейчас люди улыбаются, это очень хорошо. Это очень хорошая тенденция. It's difficult sometimes to use another language. English sometimes works, not always. Проблемы есть с языком. Некоторые знают язык, некоторые мало знают язык иностранный. There's not always a big interest in the service profession. You might know this. Not everybody is really interested in serving or in cooking or in doing something for other people. There are other professions which are a little bit more of interest to the people. Очень небольшое количество заинтересованности как в приготовлении еды, как в сервисе, так и в отношениях, то есть в какое бы ты место ни приходил. And last but not least, the short-term mindset is also a slight problem, is that everything has to be making money very fast, very quickly. This is why there's a very big turnover in hospitality. Все хотят очень быстрого результата и все очень быстро меняют персонал, то есть нету какого-то долгосрочного вложения в сервис у ресторанов, у гостиниц. This is actually an image that is perceived in Europe about Russians. The only thing missing is a couple of liters of vodka and a bear that is running in front of us now. So this is the image we have in Europe about Russia. Все, что касается, какой есть имидж России за границей, это то, что у каждого столе должна быть обязательно бутылка водки. Что водка и медведи, которые гуляют на улице, везде, это основное, как бы, получается, все, что есть представление о России в Европе. To be quite honest, I live in Russia since about 1 year. I've been traveling over here since many more years. I respect a lot the Russians, and I do not have the same opinion, even though there are some things to change in this point. Я живу в России, до этого приезжал много раз в Россию. Живу в России год, и до этого приезжал много раз в Россию. Я совершенно не согласен, то есть это совершенно не так. First of all, a couple of weeks ago I was in I saw the Americans over there, so I was in the Belgian Consulate General to do a presentation on Belgian hospitality in Russia. На прошлой неделе я был в Бельгии и делал презентацию по гостеприимству в России. Бельгийское консульство. And over there we have indicated the main, where do we get our hospitality, the Belgian hospitality tradition. I'm going to use the same 5 points. I'm going to go over them together with you to explain, and then afterwards we're going to go deeper in the 2 main ones. Хочу осветить 5 основных пунктов и углубиться в каждый из них. First of all, the history. The history of a country is determining a lot about hospitality. It's not so long ago that Soviet Union was still there. It has had, unfortunately, a stamp on the way people feel or people perceive service in Russia. Можно вернуться в историю, то есть недавно это был Советский Союз, и все, что касается сервиса и гостеприимства, все это переходит, соответственно, и в наши дни. The history also goes before Soviet Union, and there was a very, very big, very high level of etiquette and protocol in the country, and a very high level of service.
Перед советскими временами в России был очень высокий уровень этикета и сервиса, и это было действительно на очень высоком, на очень серьезном уровне. So these are things that have contributed to how the Russians think today. This has brought the Russians to this state of mind, think today. И на сегодняшний день очень важно, как россияне, как русские люди делают это сегодня. The second part, which determines a bit of the hospitality, is the location, where the country is situated. Второй пункт – это расположение, где страна находится. Well, for that, there's not really a big problem. Russia is the biggest country in the world. Everything is close to Russia. Страна очень большая, и практически весь мир находится очень близко к России. Plus, there is a lot of great assets. Only St. Petersburg has enormously big potential in tourism, for example. Все, что касается Петербурга, у Петербурга очень большой потенциал в туристическом бизнесе. So the location is really a great point that Russia, St. Petersburg, Russia has definitely got. Все, что касается расположения, например, если мы возьмем город Петербург, то город имеет большое преимущество с точки зрения туристического потока в этот город. The third part, which determines the level of hospitality, is the competition between competing businesses, restaurants, hotels, or other places. Третий пункт – это конкуренция. То есть какое количество поставщиков ресторанов, гостиниц находится например, если мы берем наш город. There is quite a lot of restaurants over here. Maybe not enough hotels yet, but still there is quite a lot of hospitality, so the competition starts to grow. Достаточно большое количество ресторанов, гостиниц появляется вновь и вновь, поэтому действительно наблюдается уже хорошая конкуренция. But the main and most important points of the five are those two that are following right now. The 5 points who give a certain level of hospitality. The two that follow now are the most important. Or the following. Yes, they're coming now. Backwards. И сейчас я расскажу о двух очень важных, очень серьезных моментах, о которых я хочу рассказать. Education and innovation. Это образование и инновации. We're going to go a little bit closer in those two topics, so it's going to take a little bit longer. That's why we're going to the next slide right away. Об этом я хочу поговорить более глубоко и более серьезно. The future lies in between, and this is my personal opinion, obviously, but in those two topics, the future of hospitality in Russia lies. The future is those two things. Для будущего России основные моменты – это образование и инновации. Those two things we need to develop. What do we need to develop? First of all, in education, we need to bring to the people the understanding that service profession is a nice profession. It's not something inferior. Все, что касается образования, если мы рассмотрим, то это профессиональный сервис. То есть это очень важный и очень серьезный момент. It was very funny when a couple of years ago, in 2007, I was in Perm, which is the Urals, and I was explaining to a restaurant owner what I did before. I worked for 3 different royal households as a butler, which in Europe is quite prestigious. В 2007 году я был в Перми. And I was saying that I was working for 3 different royal households. И работал в 3 королевских семьях. And the restaurant owner said, yes, but you're still just a servant. Только просто официант. И отношение было такое, что ты просто официант. It was a shock for me. I didn't understand at that time why he said this. Для меня это был большой сюрприз и шок, потому что ко мне так никто не относились и как никто не говорил. But it's only afterwards that I started to understand that in Russia, if you work in service, not everybody thinks it's a great profession. It's something that you do if you cannot do anything else.
никто не относится к этой профессии серьезно и не рассматривает это профессионально, потому что на самом деле профессия очень важная и нужная. I totally disagree, and you will see a little bit later in the presentation as well that I absolutely do not agree with this point. И дальше вы увидите в моей презентации, что я совершенно не согласен с этим отношением, с этой позицией. But it is important that in Russia, people in general get educated on the way that they understand service profession is a very noble and nice profession. И все, что касается профессии сервиса, это очень важная и нужная профессия. Second part of education is the hotel schools. Now, first of all, there is a difference between a hotel school and hospitality university. И школа гостиниц, и есть разница школа гостиниц и гостеприимства. Hotel schools is something that we have, you don't have it over here in Russia yet, maybe it will come. В России на сегодняшний момент нет школ для гостиниц, для персонала, который готовит для обслуживания гостиниц. In these schools, they're normally from the age of 12 to 18, secondary school. They teach the students how to cook, how to serve, but also all the other courses about management of a restaurant, accounting. They'll teach all these things so that the students learn how to manage their own restaurant. Все, что касается школ, то это от 12 до 18 лет, то есть ребята обучают, как готовить, какой делать сервис, бухгалтерия, то есть для гостиниц. And the hospitality universities that we have in Belgium oblige a diploma from these schools or at least X number of years of experience in a restaurant or in a hotel. Для университета по гостеприимству в результате вы получаете диплом. They need to have this because if you want to study hotel management, you have to know what your staff does to better manage it. То есть это уже получается школа менеджмента, и то есть как управлять гостиницей, как управлять персоналом. So the development in education is also about these kind of schools. It does not mean that we have to implement this whole school system, but it means that we have certain courses that can be taught, basics on cooking, basics on serving, basics on receiving people, on all these kind of topics. То есть есть разница, как говорили ранее, что есть ребята учатся с 12 до 18 лет базовым вещам. То есть как готовить, как делать сервис. И есть университет гостеприимства, где действительно получают диплом. Later on, the language is also an important thing to develop. I said this before already, language is sometimes a problem. It helps if you receive a lot of foreigners like we do over here in St. Petersburg, Moscow, or maybe some other regions as well. English is a basic, but then other languages are a plus. Как я уже говорил, основная проблема язык. Потому что на сегодняшний момент с языком очень большая проблема. То есть мало кто разговаривает, мало кто использует в работе язык. И это проблема языка. Особенно это касается английского языка, мало кто знает его. And afterwards about innovation. Innovation, you know the word, I'm quite sure. То, что касается инноваций, это... You know the word. Вы знаете слово. I will explain how. Не важно. Lead by example. First of all, it is very important to have certain role models. And I'm quite sure that in kitchen, all the chefs that you saw, they themselves as well, they have a role model. And maybe some young people right now have them as role models. Все, что касается инноваций, то есть это молодые люди, то есть молодые, они наблюдают за взрослыми и учатся у своих руководителей, и учатся у взрослых людей, набираются опыта. These chefs, they do great things, and this inspires young people to do it as well. So lead by example means the same thing, not just for kitchen, it means for everything. People working in hospitality, in hotels, same thing. There needs to be a couple of great people that do great things that show, look, you can do it as well.
То есть это очень важно, потому что шефы, они дают большой пример, очень много могут чему научить. И именно своим примером молодых людей, как что делать, и это большое дело, большой вклад именно с точки зрения будущего. Local identity is enormously important, and I'll tell you, I'll give you an example. Именно создавать и поддерживать местную культуру, местную уникальность. Именно подчеркивать это в своей работе. И сейчас я хочу это проиллюстрировать. 2 weeks ago, I was in between 2 meetings. I had 1 hour to have lunch. Я имел 2 встречи. И имели быстрый обед где-то в течение часа. And I was passing a restaurant, which was a Japanese restaurant, and it said, well, the name indicated Japan, the decoration indicated Japan, and then the girl who was serving us also indicated Japan. И мы пришли в японский ресторан, девушка, которая нас обслуживала, тоже имела надпись, все было в японском стиле. Да, все. And then the girl came, very friendly. She was very, very nice, was very smiley, so I was very happy. And she said, well, today we have a special menu for the arrival of our new chef. He's Italian. И девушка, улыбаясь, нам сказала, что сегодня у нас необыкновенно новое, мы получили итальянского шеф-повара. И поэтому у нас специальное меню. So I was surprised because we're in Russia. I love, just for the record, I love Japanese cuisine, I love Italian cuisine. So if there's Italians or Japanese over here, don't kill me. I like you very much. Не надо меня убивать, я люблю итальянцев и японцев, но я пришел в японский ресторан, для меня был большой сюрприз, что сегодня, оказывается, День Италии. But the funny thing is that in Russia there was a restaurant that is from Japan with an Italian chef. It's not really Russian. The only thing Russian was the very nice young girl who was dressed Japanese style. И как я говорю, что девушка в японском ресторане, она предлагает итальянскую кухню и рассказывает про итальянского повара. Innovation would mean, in this part, innovation would mean go back to the kitchen of babushka. Don't copy babushka, but make something new with it. Create something that was already done, but reinvent it. This is also called innovation. И то, что я рассказывала, то есть это равносильно тому, что идти можно на кухню к бабушке, и это не является инновацией, что вы приходите в японский ресторан и получаете итальянскую еду. Same thing for service. You can have your own Russian stamp on service. In Asia, for example, they bow when you come in. We don't have to do that over here. Russians can do something else. But also for service, Russians can have their own personal identity. И все, что касается России, русские люди должны иметь именно свою какую-то уникальную специфику, именно все, что касается нашей страны, именно вашей страны России. The last part of the innovation is new technologies. Now, when I say new technologies, people think about gadgets, iPhone kind of materials. И следующая часть по инновации – это новые технологии. Это касается там телефонов. No, that's what you think, and that's what we do, my dear. But new technologies also mean dropping certain things in restaurants to forget certain things. Новые технологии, я тоже Новые технологии тоже не используют так часто. When in certain restaurants you have the people that are working there with those earplugs, you've definitely seen it already. Есть, например, в ресторане люди используют наушники с микрофоном. And I can tell you, 9 out of 10, it does not work. Well, the microphones, they work, but the communication doesn't work any better with it. Но, насколько я знаю, в большинстве случаев, что это не работает. I can tell you funny stories about it because I go to many restaurants, obviously, and there's quite some funny situations that happen sometimes with this. Я могу об этом рассказать много забавных историй, потому что я был во многих ресторанах и это наблюдал.
But the thing is that you can easily communicate without these things and it actually work better. And this would also be an innovation. Без этих прекрасных наушников и новых технологий можно сделать быстрее и лучше все, но при этом получить лучший результат. Now, the most important question is, I'm saying all these things, but how do we get to all these things? И основная идея, как все это получить, о чем я говорил, все вместе. We have to work today. Мы должны работать сегодня. And it's not just us, because I know that you're here, that means that you are open already for change, for new things, for innovation, for education. Понятно, что вы все здесь, и не каждый готов сегодня срочно сделать инновации. I'm quite sure that you're all willing to change in the future to become better. Уверен, что вы это все можете сделать в ближайшем будущем, воспользоваться всеми теми моментами, которые я осветил. And two groups of people are the ones that are the best able to help us with this quest. И есть две группы людей, которые помогут нам именно в этом. The government and the media. Правительство и медиа. The government are the people that can stimulate people to work in hospitality, the ones that can stimulate education and innovation. Правительство может стимулировать в плане обучения, в плане получения профессионального обучения для ресторанов и гостиниц. It can be through extra pay, it can be through reduced taxes. There are many different ways how to do it. Это может быть зарплата больше, меньшие налоги, то есть это может быть очень большое количество вариантов. And the media are the people that can make it sexy to work in hospitality. Красиво. Ну и на самом деле в медиа может это все как-то преподносить, что это модно, красиво. It's the media that will show these role models, the great chef or the great hotel manager. The media are the ones that can make this big, they can make television shows about it. We have a lot of them in Europe. И можно делать большое количество, например, шоу с участием знаменитых шеф-поваров и менеджеров гостиницы. Об этом достаточно подробно просто рассказывать и делать красивое шоу. The most important thing is people like yourself, the people who are here today that are already open for change and wanting to do new things, together with the government and the media. И большое количество людей, как я вижу, очень открыты и очень хотят и готовы к этим изменениям. And together, if we make the necessary investments, we can see that what we invest today is what our country will benefit tomorrow. И если мы сделаем большие вложения сегодня в наших детей, то мы получим большие преимущества нашей страны завтра. I'm going to tell you a very small thought now, and then I'm going to stop speaking, and the rest of the people can have their turn. Just a small, very small story. Хочу сказать небольшую историю. When people come to Russia, they are doing different things, obviously. Когда люди приезжают в Россию, они делают не так много здесь. First of all, they sleep in hotels. Они спят в гостинице. Second, they eat in restaurants, drink in bars. Второе, они кушают в ресторане и пьют что-то в баре. Third, they will do some touristical visits. There's a lot of them over here. И третье, они делают какие-то туристические визиты, смотрят достопримечательности. And fourth, they will do some business visits for a business trip. Obviously, they will do some business visits as well, companies, meetings, etc. И также есть бизнес-встречи, бизнес-проекты, которые иностранные гости делают в России. Of those four things, at least two are done in hospitality. Два из четырех это именно касается гостеприимства. Even the guides or the people at the musea that are also doing hospitality. It's also a service. Or people who reply on the phone when you call the company for a meeting. It's also hospitality. Гостеприимство это то же самое, что вы приходите в музей, вы получаете внимание к себе. И также если вы звоните и вам отвечают по телефону, то это тоже гостеприимство и это тоже сервис. When people are going back home afterwards, outside Russia, any country of the world, you can choose, and their family says, is it really that bad in Russia? И люди, когда возвращаются обратно, они говорят, что так ли плохо в России? Неужели так плохо в России? Спасибо.
Did you see a bear? Ты видела медведей? And then the people will think, and they will think about, what did I do? I slept in a hotel, ate in a restaurant, and all these things again. At least 50% of what they did, at least, was in hospitality. То есть вот если мы возьмем все те 4 момента, что иностранные туристы делают в России, то половина, 50% занимает именно это гостеприимство. Automatically, the image that people will form about a country is made for more than 50% in hospitality or by hospitality. То есть вот эти 50% они составляют как раз именно гостеприимство и отношения к какой-то стране. So the most important thing that I want to say today is that yes, there are issues in hospitality, there's issues around the world. И все вот эти моменты, о которых мы говорим, то есть это во всем мире так. Dubai, everybody knows Dubai, was before just a big pile of sand, and right now it's full of high buildings with hotels and business. Дубай это... В Дубае очень большое количество выстроенных гостиниц. Сейчас, да. Раньше не было. Раньше этого не было. So in Dubai there was nothing before, now there are these high buildings and big hotels. Большие здания, большие гостиницы в Дубае. Раньше этого не было. But in Russia there are these old buildings, there is tourism, there is all these things. And there is people like you who are going to make it happen that the young people get educated, that there's innovation, and that Russia will become one of the best situations in the world for hospitality. Россия имеет много преимуществ. Россия имеет много преимуществ. История, культура. Все есть уже? Все уже это есть. А вместе вы... А если гостеприимство добавить, то мы станем вообще самыми лучшими. А если мы добавим наше гостеприимство, наши все вот эти вот пункты, то будет вообще супер. Вот, а сейчас я благодарю за внимание.